Как ты себе представляешь солидного 42-летнего лысого тестостеронового мужика, который уверен в себе, выглядит с иголочки прекрасно и внушает доверие? Что ж, я себе представлял немножко иначе, но у меня получилось, мягко говоря, не то, что я хотел. Я сегодня постараюсь разобраться, почему у меня получился батя с родительского собрания или просто какой-то жирный чел. Ну вот что это? Ладно чел, а этот дед. Просто дед в каких-то доспехах. Ну что это такое? Дед в доспехах? Ну ужас какой-то. Ладно. У меня есть еще один прекрасный референс, тоже замечательный. Я хотел создать мужика, который находится в оружейной и выбирает себе оружие. И я указал оружие, это там ручка, сноуборд, лыжи и так дальше. Почему я попал в какой-то космический корабль и там какой-то получеловек, какая-то анимация, причем настолько галимая. А самое интересное то, что я создал это изображение в Nano Banana Pro. То есть Nano Banana Pro должно априори создавать просто какую-то феерию, какой-то нереальное изображение. Но у меня действительно оно получилось нереальным, но не таким, как я хотел. И сегодня как раз таки мы узнаем, почему так получается. Создадим нашего первого персонажа, даже двух, даже трех персонажей. А также разберемся с интерфейсом Vivi. Я думаю, там ничего сложного. Ну как, для меня не было ничего сложного. Перед началом я хочу поблагодарить 4 людей, которые подписались на этот канал. Мне безумно приятно, и это прям сильно. Спасибо. Что же, и переходим к Vivi. Давайте посмотрим на интерфейс. Он довольно-таки простой, лаконичный. Там нету никаких кучи всяких реклам, фоток, еще чего-то. Просто удобный, не пестрый, приятный дизайн. Все категории пронумерированы, а также есть иконки. Очень удобно, когда наводишься на инструмент, видно его цену в кредитах. Тоже очень классно. Наверное, это все по интерфейсу. Здесь нет ничего суперсложного и волшебного. Единственное, что я могу сказать, это реально нужно поклацать, попробовать. Все проще, чем кажется. Возвращаемся к нашим родительским собраниям, нашим качкам и батям. Почему так получилось? Все очень просто. Я увидел ролик, который я показывал в прошлом видео от Vivi, где они сделали очень классную анимацию, и она мне понравилась. Но самое прикольное в этом всем то, что ты можешь в их экосистеме, то есть именно в самом сайте, ты можешь перейти по ссылке, скопировать эту же схему и играться с ней, там, разбирать, собирать, подставлять свои промпты, подставлять свои изображения, и у тебя будет что-то похожее. И это круто. Я решил начать с малого, потому что я никуда не спешу, я учусь. Я считаю, что нужно для начала, если смотреть на эту всю схему, мы увидим, что он создал 3 персонажей. Он даже не создал 3 персонажей, он просто сгенерировал изображение, очень четкое, понятное. В этом изображении было 3 персонажа. Девушка, олень и лиса. Лису в кадре не видно, он ее дальше дорисовал. Но сам факт того, что он с этого кадра вытянул главных героев, потом сделал с них 4 разных ракурса и анимировал их. Ну это просто потрясающе. Я тоже так пытался сделать. То есть сгенерировать изображение и из изображения вытащить главных героев. У меня, к сожалению, так не получилось. Не знаю, может он что-то не договаривает. Но я решил пойти по простому пути и, ну как относительно простому пути, и создать своих персонажей просто с нуля. Поэтому да, мы берем этот маленький кусочек с этой всей схемы. Я считаю, что нужно для начала научиться создавать персонажей. И не просто создавать персонажей, а делать 4 разных ракурса. Потому что благодаря 4 ракурсам мы сможем их потом анимировать. Причем эти ракурсы должны быть чистыми. Не должно быть никакого фона, ничего подобного. Хочу, наверное, поделиться своим мышлением того, как я вижу этот процесс. Я не знаю, как ты, а я где-то слышал, возможно, просто где-то в фильмах это встречалось, что у людей есть разные темпераменты. Кто-то активный, кто-то более такой серьезный, кто-то веселый.
И это круто, потому что на этих контрастах и создается весь интерес. Поэтому своих персонажей я тоже решил создать разными. Первый персонаж это такой, знаешь, циничный, вредный, сухой, то есть худощавый, длинный такой парень. Или даже не парень, а, знаешь, такой уже мужчина, там, 33-35 лет. И когда ты все это более подробно описываешь, себе представляешь этого персонажа, представляешь его повадки, представляешь, как он выглядит, хотя бы какие-то ключевые вещи. И тогда у тебя получается очень четкое изображение. Поэтому, описав вот эти вот все характеристики, мне ChatGPT выдал прекрасный промпт. И я буквально с первой же генерации сделал реально классного персонажа. Единственное, что я хотел добиться именно такого, знаешь, заносчивого, вредного, а он получился у меня какой-то более смазливый. Ну, по крайней мере, в первой генерации, как мне показалось. И поэтому я сделал еще несколько генераций, и у меня получился вот тот эталон такого, знаешь, Smart S их называют, такой вредный, умный хрен. Я этому на самом деле очень обрадовался, потому что это прям вот, наверное, 9 из 10, если не 10 из 10. Вот прям реально видно, что он такой, знаешь, немножко противненький. Но это круто. Когда у тебя есть первая сцена, ты с этой первой сцены должен вытянуть его 4 ракурса. То есть, чтобы там не было никаких, скажем так, деталей задних, там, асфальта, дождя и всего прочего. Есть одна маленькая ремарка. Я создавал персонажа в инструменте Rivi. Этот инструмент специально создан для того, чтобы генерировать изображение. То есть у него есть два входа. Это один вход на промпт, а второй вход на изображение. Также ты можешь еще добавить 3 изображения. Там есть такая опция «Добавить» слева. И ты можешь еще 3 дополнительные изображения добавить, чтобы лучше как бы сгенерировать своего персонажа. И еще очень важный момент. Я вот это потом, спустя время, когда я начал генерировать второго и третьего персонажа, я это заметил. Нужно обязательно в настройках выбирать размер изображения. Я не знаю, как правильно это назвать, но, короче, размер изображения должен быть 2, 2,3. Тогда получается действительно классное, хорошее изображение. Потому что если ты эту настройку не меняешь, получается какой-то бред. Не знаю почему, но у меня так получалось. Хорошо, вернемся. Изображение я создавал в инструменте Rivi. А вот угол, то есть разные вот эти вот стороны его, я создавал в другом инструменте под названием Quinz. Я знаю, что это немножко путает и усложняет и отталкивает что-либо делать, когда ты начинаешь слышать 5, 10. Это вот возвращаемся к моему первому ролику. Но две вот эти вещи нужно запомнить. Все. Дальше просто будут только подводные камни и больше ничего. Просто два инструмента. Один Rivi, второй Quinz. Все. И даже, я сейчас скажу, даже один инструмент на самом деле, потому что в документации написано, что этот Quinz, второй инструмент, он создан для того, чтобы менять угол камеры. Ты на меня смотришь в фас, а потом можно сделать в профиль, якобы с помощью него. Но проблема в том, что он это делает ужасно. И проблема в том, что когда ты начинаешь вытягивать изображение, у тебя начинают плыть детали, у тебя начинает плыть лицо, у тебя начинают плыть волосы. То есть они становятся какими-то пластиковыми, не настоящими, не живыми. И это сразу очень сильно видно. И еще одна проблема в том, что ты можешь добавить только одно изображение. Этот инструмент работает только с промптом и с изображением. То есть там два входа и все. Ты не можешь добавить еще кучу референсов, чтобы он реально хорошо отрисовал лицо. И это большая проблема. Потому что первого персонажа я все-таки сидел и мучился. Я его очень долго делал. Вроде как фронт получилось быстро вытянуть. Круто, да, супер. Потом начинается, значит, дискотека. Когда у тебя есть фронт, ты можешь вытянуть левую или правую часть твоего персонажа. Спину мы делаем в самую последнюю очередь. Так вот, у меня с легкостью получилось вытянуть левую сторону, но когда я перешел к правой стороне, оно мне все равно начало выдавать левую. Как бы я ни пытался изменить в настройках, в промпте, мне через раз выдает левую сторону. А если выдает правую, то она просто не похожа на левую. Я очень долго мучился. В итоге с горем пополам у меня это получилось сделать. И потом я перешел на спину,
сделал хороший бэк, и у меня получился первый персонаж. Что же, переходим к второму персонажу. Второй персонаж, это, знаешь, такой на контрасте. Все должно быть на контрасте. И второй персонаж это был ребенок, школьник, знаешь, такой максималист, душа компании, веселый, забавный, вредный тоже по-своему, упертый. Я хотел именно тинейджера, чтобы он контрастировал с этим, как бы, скажем так, занудой и циничным, серьезным мужчиной. У меня получился просто изумительнейший промпт. И замечательное изображение. Прям с первого раза. Мне реально понравился этот малый. Вот реально такой сорванец получился. Прям круто. Но опять начались проблемы. Как только я пытаюсь вытянуть фронт и убрать все лишнее, у меня начинает плыть лицо. Я с горем как пополам вытянул фронт. Думаю, ладно, сейчас слева-право, бэк и все готово. В итоге перехожу я на левую сторону. Малой на себя не похож. Просто, разные люди, реально, вот просто разные люди. И это все из-за этого долбанного Квинза. Он реально очень плохо, во-первых, поворачивает, скажем так, угол твоего персонажа. Просто ужасно. Либо получается пластиковые волосы, либо просто другое лицо. Какие-то китайцы начинают генерироваться. Там просто какой-то ужас был. Это первое. Второе. Думаю, ладно, не получается. Не могу не сделать этого малого и все. Пришлось поэтому менять персонажа, генерировать нового, кучерявого. Но не такой прикольный, как первый малой. Не знаю, мне почему-то малой это прям запал в душу очень сильно. Но, к сожалению, не получилось. Возможно, я к этому вернусь и поменяю его. Но пока будет вот так. И после того, как я создал уже второго персонажа, мы переходим к главному боссу. И он босс не только потому, что я пытался создать босса лысого и тестостеронового, а потому что мне просто это не удалось сделать. По крайней мере, в этот заход это просто колоссальное количество потраченных кредитов в молоко. Я не создал того персонажа, которого я себе визуализировал. Он получался либо каким-то качком мязоголовым, либо же просто каким-то толстяком. Но вот почему? Вот при чем тут вообще? Ладно, если еще качки эти появляются, вопросов нет. Но просто лысые челы, толстые, это какой-то прикол, честно. Не знаю, просто не понял этого. И вот вся суть действительно в четком понимании того, какого персонажа ты хочешь. Его характеристики, повадки, глаза, нос, уши. Понятное дело, что это слишком уже я углубляюсь, но чем четче ты его опишешь, тем лучше промпт у тебя будет. Но видишь, тут самое важное, наверное, не закидывание этих промптов, а твое видение, понимание сценариев, понимание персонажей. И я считаю, что это важнее видеть всю картину целиком, от А до Я, и каждого персонажа, нежели там вот эти вот промпты. Да, промпты это важно, потому что это твои персонажи, но промпты может писать каждый. А генерировать именно сценарии, хорошее, интересное, это уже мое почтение. А в следующем видео я, кстати, посчитаю, сколько у меня ушло кредитов, переведу это в деньги и скажу, сколько ушло на генерацию этого толстяка, который бесполезный, которого пришлось менять. И да, я его таки сделал, но это был просто длиннющий путь. Что ж, ладно. До скорых встреч.